Всем доброго раннего утра. Я снимаю небольшой ролик. Итак, друзья мои, все эти серии роликов и лекций, которые я начала, мистические истории, это голосовые от наших, зрителей, вопросы о мире мертвых, которые задаются именно лично, чаще всего о своем горе, о своих ушедших, чтобы узнать, в каких мирах они находятся, какие похоронные традиции соблюдаются и прочее. Это мир мертвых, ваши вопросы. У меня есть, может там написать. Мистические истории отправляют сияние в будние дни до 9 вечера, желательно голосовым. Вначале пишут мистическая история, там здравствуйте, мистическая история моя, и отправляйте голосовой. Потом я снимаю, и мы с вами обсуждаем. Еще много таких серий лекций, которые я время от времени снимаю, продолжаю. Естественно, пишу там часть первая, часть вторая и прочее. Я хочу начать новую такую рубрику. Знаете почему? Потому что о мире мертвых, касаемо своих близких, родных, в общем, свои личные вопросы в основном, есть у нас уже начало серии роликов. И вы можете свои вопросы там писать, я буду заходить время от времени и снимать, ответ. У нас мистические истории есть. У нас очень много вообще было лекций о потустороннем мире, царство мертвых, встречи с духами, встречи с призраками, встречи с привидениями. Я по-разному называла их. Несколько тысяч на самом деле. Вопросы ведьме, где я обсуждаю спорные вопросы, но и вопросы наших, на современном языке говоря, хейтеров. Проясняю вам на самом деле, что и как. Это и хорошо, когда такие есть люди. Они дают возможность лишний раз прояснять некоторые вопросы, почему бы нет, для зрителей. И очень много интересного зрители узнали. Я время от времени снимаю ролики, отвечая на ваши вопросы. Мне, например, пишут через Яну какие-то вопросы о мире потустороннем. Я отвечаю, но давайте с вами откроем еще новую серию видеороликов, полезной информации, которая вам всем будет очень интересна. Это вопросы касаемо не мира мертвых, а мира Навии. То есть вот явь – это мы с вами. Правь – это мир богов, считается, но и мир законов мироздания. То есть место, где создаются эти коны мироздания и боги, которые это соблюдают. Ну и Навь – это мир духов, мир мертвых, это у разных народов разные традиции, рай и ад, древо жизни. Об этом много чего можно говорить. Но вот у нас вот нет такой рубрики, хотя я стараюсь освещать эти вопросы. Мне кажется, я уже про все сняла и все объяснила. Но в любом случае у нас новые зрители, у нас новые работы, у нас постоянно возникают какие-то новые вопросы. И почему бы не открыть новую вот такую серию роликов, где можно получить ответ про мир богов. Вот все, что вас интересует. Мир богов, мир духов. Откуда пришли традиции, почему именно такой ритуал, если у вас есть вопросы, например, насчет ритуала, заговора. Почему именно вот в этом заговоре вот такие духи, что за духи. Я снимала уже несколько раз и законы мироздания, и устройство мироздания, полное видео.
и, значит, добро и зло, плата за, значит, за удачу и прочее, ну, очень много. Но это так трудно найти иногда, может быть, легче и задавать вопрос. Вот в этом, под этим роликом можете написать свои вопросы. Я буду заходить, снимать эту серию роликов, отвечать на эти вопросы, как там в мире мертвых, да, мы отвечаем там в мир мертвых. Когда я отвечаю, я удаляю этот вопрос, чтобы потом не путаться. Ну и человек, который задал вопрос, узнает, значит, ответ на свой вопрос. И вот в этой рубрике, под этим роликом, можете написать все вопросы, которые вас интересуют. Быть может, о редко встречающихся названиях богов. Может быть, про африканскую культуру богов, религию. В общем, вот все вопросы касаемо духовного мира, мира богов, духов, сил, демонов, бесов, вот что хотите. Не мертвого мира. Мертвого мира у нас есть, значит, называется «Мир мертвых. Ваши вопросы». Это летом еще снятое, прошлого года. Там можете задать про мир мертвых. Если мистические истории, можете отправить Яне. Я озвучу и объясню, что это такое. А вот все, что касается демонических сил, богов, легенд, эпосов, каких-то традиций, обычаев, может, есть какие-то диковинные обычаи, традиции, о которых вы слышали, хотели бы понять, почему так делают, с чем это связано. Может быть, хотите узнать о душах животных, там, питомцев ваших, где они находятся, почему. Хотя об этом тоже я говорила, да, за Радужным мостом. Есть у меня видеоролик, можете открыть. Как устроен мир богов, почему у некоторых народов боги очеловеченные, например, у греков, у римлян, у индусов. У некоторых народов боги были безликие, и они представляли собой вселенскую энергию. Это народы Кавказа. Какие религии возникли на почве древних религий? Почему в религиях часто повторяется вот этот портрет Бога-матери, матери Бога? Ну, например, Ешода, да, мать Кришны, Изида, мать, значит, жена Осириса и мать Гора и прочих богов. То есть почему мать, богиня была настолько важна для народов, что даже приняв религии, они вот это мать-божество перенесли на Богоматерь. Ведь каждый народ принял эту религию по-своему. И вот от первоначальной религии, можно сказать, практически ничего не осталось. Все перешло на народные традиции. Каждый народ на своей почве эту религию принял. И вот это все, что мы говорим, например, та же самая Богоматерь уже давно обрела русские черты, понимаете? Ее соединили с той самой матерью богиней, покровительницей Руси. И она просто, ну вот этот вот образ матери, он был настолько близок и любим народом, что они очень сильно полюбили, поэтому ее сделали покровительницей Руси и прочее. На самом деле это вместе с, как бы, сливаются два образа, как, например, у богов Вуду есть маски. Слышали когда-нибудь, может быть, вот откройте мою лекцию Вуду. У богов Вуду есть маски. Маски называются христианские маски. Например, Святой Патрик – это Легба, папа Легба. Значит, Святая Мария, ее соединяют с образом Ошун, где-то Бригит в некоторых культурах. Почему? Потому что под страхом смерти людям было запрещено поклоняться своим богам. И для того, чтобы не быть убитыми, казненными, они, говоря «Святой Патрик», подразумевали Легба. Изначально договаривались, что папа Легба, если я буду называть тебя Святой Патрик, это я к тебе обращаюсь. Вот от страха за свою жизнь люди шли на такие хитрости, и поэтому их называют христианские маски. То есть обманным путем, называя
христианских святых, они призывали своих богов. И очень много таких скрытых, значит, скрытой информации. Например, откуда в Библии очень много ветхозаветной информации, которая взята у египетская книга мертвых. То же самое восхваление Бога, оттуда взято полностью переписано. Этот народ был гоним и в Вавилоне, и в Египте, и в Междуречии и так далее. И везде что-то пособрал. И вот так очень много чего можно, то есть очень много вопросов, которые, может быть, ждут своего ответа. И вот эту рубрику мы назовем с вами «У Бабы-Яги». Напишу «У Бабы-Яги ваши вопросы». Вот так вот будет. А дальше уже продолжение. У Бабы-Яги ответы, часть первая, вторая и так далее. Это я так предупреждаю, чтобы вы заранее знали. Почему у Бабы-Яги? Потому что Баба-Яга у нас некий такой пограничник, знаете, между мирами. Половина ее находится в мире живых, половина в мире мертвых. Поэтому она наполовину костлявая была, как смерть, да? Баба-Яга, костлявая нога. Ягиня, значит, богиня Яга или Ягиня, которая исцеляла людей. Ее избушка находилась в лесу, и она принимала образ старухи. Поэтому ее называли бабой, бабушкой. Ее считают дочерью Вия и женой Велеса. Ну, по разным поверьям, есть несколько таких версий. Ви – это был владыка Среднего царства Нави. И она была пограничницей, то есть она решала, кому пройти через это, кому куда идти, и она одаривала знаниями тайными, давала дар, так называемый. Она отдавала дар, потому как она знала все секреты Нави, мира потустороннего. Поэтому она могла сообщить, она могла сказать, она помогала составлять заговоры, она говорила, что хотят боги, что куда нужно отнести, оставить. И так, то есть первая колдунья, от которой и пошло колдовство, была Яга. Естественно, христианство потом ее сделало демонической, там, демонизировала, значит, сделала ее страшной, там, ужасной, кушающей детей и так далее. В Европе Средневековье, во время Средневековья, во время гонения на ведьм, да и позже, образ Бабы-Яги был очень сильно, значит, искажен. Ее хотя взяли из русского фольклора и сделали ее такой злобной, страшной старухой. На самом деле она мудрая богиня Яга, которая была такой проводницей между миром духов и миром людей. И ее изба была вот этим местом, знаете, как таможня, если так грубо сказать. Через нее проходили души в тот мир. Она была серое божество, то есть она и в этой стороне, и на той стороне черно-белая, так скажем. И вот поскольку она у нас проводница, она знает секреты Нави, поэтому мы эту серию роликов так и назовем. У Бабы-Яги. Я напишу ваши вопросы. Внизу пишите те вопросы, которые вас волнуют, всего, что касается потустороннего мира. О богах, о духах, о знамениях, о легендах, эпосах, о каких-то богах и демонах, которые малоизвестны или многоизвестны, неважно, о традициях, обычаях, обрядах и так далее, и так далее. Всех народов мира и обо всем. И мы с вами все эти вопросы проясним. Все эти пробелы откроем, эти все темные точки раскроем, уберем, и в вашей голове будет прояснение. Вы получите ответы на свои вопросы. Гиса, иди сюда. Гиса идет, моих чертенков нюхает. Итак, как говорил Юрий Гагарин, поехали. Ваши вопросы только здесь. Мне лично не пишите. Только под роликом. Эти вопросы только здесь
Пишите в любое время, дня и ночи, это не имеет значения. Я буду заходить, естественно, потом снимать по вашим вопросам серии этих роликов и отвечать на ваши вопросы. Всем удачи!